Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать в полночь. Хотя сейчас, конечно же, никакая не полночь, но мы сделаем вид, что она наступила. И мы здесь собрались, чтобы обсудить новый альбом Taylor Swift Midnights. На моем канале все стандартно и обычно. Я пробегусь по каждому треку кратко, потом перейду к выводам альбома, поставлю оценочку, конечно же. Не будем долго разглагольствовать, сразу начинаем. Маленький спойлер, который я делаю перед всеми альбомами поп-артисток, у которых очень обширная эмоциональная фан-база. И если вдруг кто-то попал на ролик там из поиска или рекомендаций, на этом канале и то, как я его веду и обсуждаю, не будет слепых восторгов, всех там, знаете, вот этих криков «Yes, Queen!». Мы тут по хардкору разбираем музычку. Если хорошо, то хвалим, если плохо, ругаем. Поэтому, если вы очень чувствительный человек и не готовы слушать, возможно, местами какую-то критику, то, наверное, этот ролик не для вас. Можете написать в комменты, я вам посоветую других блогеров и критиков, которые более лояльно относятся к новому материалу. Ну, а мы поехали. Taylor Swift Midnights. Открывает альбом трек Lavender Haze, и я считаю, что это вполне сильное начало, такая приятная мешанинка Lover и Reputation с таким типичным, приятным, хорошим поп-продакшеном. Я думаю, что это очевидная заделка на будущий сингл, такая, знаете, хитовая поп-песенка с легким мотивом. Второй трек Maroon напоминает, честно, сразу с десяток композиций, как и у самой Тейлор, так и у кучи других артистов. Вполне себе трогательный текст, мне напоминает чем-то вайбы песни Gorgeous самой Тейлор и Perfect Places от Lorde на альбоме Мелодрама, о котором мы сегодня будем вспоминать не раз. Трек номер 3 Anti-Hero, очевидный лид-сингл, звучит здорово. По конструкции песни она мне чем-то напоминает As It Was Гарри Стайлза, и, наверное, поэтому сразу в голове возникает такая вот коллерация того, что перед тобой потенциальный суперхит. Она такая очень, знаете, киношная, саундтрековая, и я считаю, что припев, особенно вот Must be exhausting, always rooting for the anti-hero, это куплет, написанный чисто под ТикТок, и что-то мне подсказывает, что это обязательно сработает. Четвертая композиция Snow on the Beach — это единственная коллаборация данного альбома, и она с Ланой Дель Рей. Долгожданный коллаб двух очень талантливых артисток, да еще и вместе с их любимым продюсером Джеком Антонофом, и казалось бы, что тут может не сработать. А вот что-то да не сработало. Смотрите, мой мыслительный процесс такой. К этой песне можно относиться с двух разных позиций. Первая позиция, она лайтовая, потому что если рассматривать эту песню как обычный рождественский сингл от двух певиц, которые собрались и такие: а давай-ка мы порадуем наших поклонников, запишем простенькую песенку с колокольчиками на тематику Нового года, ну не прям очевидно, но по звучанию очень похоже. И вот выпустим, чтобы они послушали зимой и забыли. Тогда это вполне приятная, неплохая композиция. Проблема в том, что мы получили ее на альбоме. И еще большая проблема в том, что эту песню довольно сильно распиарила Тейлор, при этом рассказывая и поя дифирамбы Лане Дель Рей о том, как она её сильно любит. Но в таком случае возникает вопрос, что пошло не так, потому что я считаю, что первый куплет песни просто кошмарный. Я абсолютно не понимаю, зачем Тейлор сделала интонирование на концы каждых фраз. То есть каждый раз она заканчивала фразу вот такими вот словами, при этом интонируя вот так, чтобы казалось, что она задает какой-то вопрос, хотя вопроса в конце нет. Как будто она на каких-то иголках сидит, и это абсолютно не складывается, особенно учитывая, что
Дальше в песне ни разу это не вспоминается и никак не используется. Другая проблема — это то, что при союзе таких крутых артисток песня вообще мало что из себя представляет. Она вроде приятная на слух, но если прям начать копать, ты понимаешь, что она ничего тебе не дает. При этом я не могу сказать, что у меня есть какие-то большие проблемы с тем, что оказывается, Лана там по сути только бэк-вокалистка. Ничего в этом страшного нет, но при этом это как проблема теряется на фоне всего остального. Трек номер 5 "You on Your Own Kid". Вполне хороший текст, приятная мелодия. Мне в целом зашло, хотя, конечно, жесткие вайбы мелодрамы от песни присутствуют, как будто это какой-то то ли бисайд, то ли демка, то ли что-то неизданное, то ли что-то, что не поместилось на альбом, но вот вайбы такие присутствуют. Трек номер 6 "Midnight Rain". Начало песни чисто sober lord мелодрама. Продакшн песни от и до чисто смесь мелодрамы лорд и каких-то саундтрека очень странных дел, но вот Джек Антонов любит такую вообще тему, вот эти вот звуки 70-х, саундтреки с того времени, мешать это с такими интересными какими-то звуками в диджитале. Вот он такое любит, проблема в том, подходит ли это Тейлор Свифт. Потому что конкретно на этой песне, например, слышно то, что Джек Антонов лепит тут то, что очень нравится ему. При этом такое чувство, что он как-то не сильно оглядывался на то, что написала сама Тейлор как автор. И вот как-то тут, знаете, не очень все плавно сложилось. Седьмой трек "Question". Снова чистая мелодрама от Лорд, но в целом звучит симпатично, наверное, кроме бриджа, который мне вообще не понравился. "That's nice, I'm sure that's what's suitable and right, but tonight". Эта строчка прозвучала, ну прям вообще очень плохо. Ну и дальше, к сожалению, что-то пошло не по плану. Трек номер 8 "Vigilant Shit". I don't dress for women, I don't dress for men, I dress for revenge. Ёб твою мать. Я дико извиняюсь, но весь текст этой композиции — это просто какой-то кринж-парад. Для меня эта песня просто кричит фразой "Я язва и мне 14 лет". Тут очень понятный закос под Reputation, но я всегда говорил, что даже на Reputation эта проблема просматривалась, что весь этот образ плохой сучки ей абсолютно не подходит, потому что она в нем неорганична. Это выглядит настолько натянуто и комично, что просто какой-то сюр. On weekends she don't dress for friends. Maybe she's dressed for revenge. Ну вот скажите мне, что это не строчка из каких-нибудь, не знаю, бумажных городов, тепло наших тел, сумерки, но никак не текст, ну простите, взрослой 32-летней тети. Не думайте, что мне это доставляет удовольствие, я тоже расстроился. Девятый трек "Bejeweled". Ты снова тут, Джек Антонов что-то намудрил и немножко переборщил. Просто привет, саундтрек к Марио или любой другой вот этой вот старой мобильной игре. Ну, прям звучит средненько. И, не впечатляет. Сразу почему-то вспомнился Джастин Бибер и его альбом Changes, где каждая песня была рингтоном из телефона. Трек номер 10 "Labyrinth", и в очередной раз у нас микс лавера и мелодрама, но тут очень неоднозначный микс вокала, потому что местами кажется, что он прям режет слух. И вот это вот рваное повествование песни, к сожалению, из-за того, что она такими вот частями построена, каким-то образом у Джека Антонова не получилось эти части соединить в одно целое. Поэтому звучит очень рвано и повествование какое-то, странное. Трек номер 11 "Карма". Это еще одна трагедия данного альбома вместе с Vigilant Shit. Скажу так, если тот самый мистический альбом "Карма" должен был звучать вот так, как эта песня, ой, какое чудо, и как хорошо, что он никогда не вышел. Просто снова композиция из разряда "мне 14 лет, и я сучка", причем вот сучка через
четверку, а не через букву Ч. Karma is my boyfriend. Мгм. Ну настолько это не работает и не сочетается ни в тексте, ни в звучании, ни в посыле самой Тейлор, как будто, ну, очень плохой аутейк с альбома Reputation. 12-й трек Sweet Nothing вполне себе приятная песенка, но к финалу альбома начинает надоедать обработка вокала, которую прям очень активно заюзали в этом альбоме. По вайбу звучит, ну, как Корнелия Стрит из альбома Lover, я имею в виду обработка вокала. Но в целом песня довольно приятная. И закрывает альбом 13-й трек Mastermind. И закрывает он его немного спорно. Я в целом, уже забегая вперед, скажу, что вообще никак не вяжется этот саунд с вот этими вот любимыми примочками Джека Антонов, которые он там активно юзает, например, у Лорд. Вот эти вот странные звуки, 70-е, игровые саунды. Ну, никак это не работает с материалом Тейлор Свифт, с ее текстами, с ее посылом, с ее в целом вайбом как артиста. И несмотря на то, что по тексту песня не про это, но само название, строчки в припеве, это такой чистый фан-сервис, чтобы показать им, что я вот такая мастер-майнд, что все вот эти вот отсылки, которые все любят разгадывать, пасхалочки, что вот это все существует. Это, конечно, прикольно, но, наверное, хотелось бы, чтобы она больше какую-то историю интересную рассказала, что ли, этой песней. Но более-менее, скажу так. Ну и на этом трек-лист закончен. Давайте переходить к выводам по альбому. Я считаю, что Тейлор Свифт с альбомом Midnights пришла в тупик. Случилось то самое неприятное, о чем, мне кажется, я упоминал либо в обзоре на Фольклор, либо в обзоре на Evermore, что эти два альбома сыграли в карьере Тейлор Свифт такую очень основополагающую роль, поделив ее карьеру на до и после. И еще тогда я говорил о том, что будет очень сложно найти себя и показать себя вот уже в этом вот периоде после. Потому что работа артиста, она требует развития чего-то нового, каких-то экспериментов, развития самой себя, но к сожалению, вот эта вот перезагрузка карьеры, которая должна была случиться у Тейлор Свифт, привела ее обратно. То есть она вернулась к своему звучанию альбома Reputation и Lover. И то, что артистическое развитие не произошло, очень заметно. Потому что это был очень явный, очень заметный шаг назад. И я понимаю альбом так, что попыткой Тейлор было вернуться в звучание Lover и Reputation, но при этом подать их под другим соусом в виде Джека Антонофа, которому явно была задача и кейс альбома Мелодрама от Lorde, потому что видно, что его прям сильно взяли за основу по своему вайбу, по своему повествованию, потому как он в целом даже звучит. Но, к сожалению, получилось не так убедительно, как, наверное, рассчитывала Тейлор Свифт, потому что такие вот альбомы гимна молодости работают, когда ты 20-летняя лорд, когда ты без проблем под вот этот странный, ломанный, интересный бит Джека Антонова можешь спеть песни о том, как ты накурилась с друзьями, напилась, искала там любовь и жестко тусила. При этом у Тейлор Свифт другое авторство, она по-другому подходит к материалу, она более сдержана в том, о чем она рассказывает. И из-за этого у Тейлор Свифт и Джека Антонов не происходит вот этого абсолютного стопроцентного коннекта. Причем об этом я тоже где-то говорил, я не могу вспомнить где. То ли на обзоре на Фольклор, где я говорил, что песни, написанные с Джеком Антонофом, слабее, чем с Аароном Деснером, то ли в ролике про худшие номер-ваны в Билборде. Но я говорил о том, что, к сожалению, у Тейлор Свифт и Джека Антонофа, при том, что они оба талантливые и могут создавать вместе хорошую музыку, у них нет вот этого абсолютного невероятного коннекта, который, например, случается у Джека Антонофа и Лорд, у Джека Антонофа с Лана Дель Рей на Норман Факин Роквелл, у Джека Антонофа с Сент Винсент. А тут они как будто творят разные альбомы, и у каждого свое видение, и они его
продавливают Тейлор Свифт с авторской точки зрения и как, естественно, креатор этого альбома, который видит его целиком, и Джек Антонов, который, очевидно, вбрасывает ту музыку, которая ему очень сильно нравится, потому что в этом звучании слышно, если вы знакомы с творчеством Джека Антонов в разных его формах, то это звучит как вот эта вот любовная ситуация Джека Антонова. И Тейлор как будто не сильно повлияла на него или продавилась, или не поняла, что вообще делать с этим альбомом, и полностью доверилась ему в плане музыкального оформления. И оно хорошее, но не для Тейлор Свифт. Соответственно, тут уже вылазят вопросы о цельности альбома, потому что, несмотря на то, что он звучит именно стилистически похоже, я не могу сказать, что альбом цельный. Это как будто какие-то отрывки старого материала Тейлор, причем это не звучит как вот та теория про Midnight, что все 12-13 треков характеризуют все эры Тейлор Свифт. Нет, мы тут просто получили мешанку двух ее альбомов. И при этом даже сейчас становится понятно, почему не было лид-сингла до выхода альбома, потому что даже вот мы уже сейчас знаем, что это песня Anti-Hero, и несмотря на то, что я, как и сказал, она хорошая, отличная, потрясающая песня, она вообще никак не презентует этот альбом, потому что вот я послушал альбом 3 полных раза, и я не могу объяснить, в чем суть альбома Midnights, потому что этой сути как будто нет, как будто Тейлор ее сама не уловила, не поняла, что делать, как развиваться, но понимала, что нужен материал, и она просто встала в тупик. И из-за какой-то паники вернулась к тому, что для нее уже знакомо, что она делала, и что она знает, что может делать, и что, возможно, там понравится фанбазе или критикам. А у меня, например, из-за этого сложился странный диссонанс, потому что я не вижу, о чем альбом. Песни либо не сильно выделяются, либо кажутся слишком простыми или незапоминающимися, либо, ну, кринжовыми моментами, к сожалению, это так. И я при этом не являюсь поклонником альбома Lover и Reputation, но при этом Reputation показывает четкую эмоцию, четкую идею, и за счет этого эра кажется полноценной. Альбом Lover кажется, ну, такой романтической попыткой что-то сделать, хотя я не очень его люблю, он все равно кажется чем-то живым, полноценным. А в этом же альбоме этого почему-то нет. То есть он кажется каким-то мертвым сам по себе. И вот это прям очень сильно снижает градус его восприятия, потому что вот вроде слушаешь песенки, ну вроде ничего, а начинаешь пытаться увидеть в этом большую картину, и сразу вылазят очень большие проблемы, которые, ну, казалось бы, Тейлор Свифт, у которой достаточно великолепных альбомов, который умеет красиво оформлять эры и что-то из них делать, что-то пошло не так. Из-за этого мы получили вот эту вот долгую, тягомотную пиар-акцию с раскрытием каждого трека, с тем, как она это все долго, упорно показывала, продавала только какими-то кусками и отрывками, при этом абсолютно не показывая ни материал, ни название треков. Из-за этого кажется, что она как будто сама была не уверена в этом материале и вот работала на опережение, чтобы создать хайп, чтобы продаться нормально, хотя, естественно, она и так хорошо продастся, камон, это Тейлор Свифт. Но теперь вот эти все ее шаги с гонением вот этого хайпа кажутся немножко такой отчаянной попыткой доказать самой себе, что этот альбом чего-то стоит, хотя я в этом не уверен. Во время монтажа видео мне пришла в голову еще одна мысль, я хочу ее поделиться прям кратко отдельно. Почему-то мне Тейлор Свифт своим вот этим альбомом и в целом тем, как она двигается дальше, очень напомнила Марвел. Еще, наверное, потому, что в последней песне "Mastermind" я говорил о том, что она, упомянула все свои любимые отсылочки и пасхалочки, что тоже очень любит Марвел. И мне кажется, что их можно сравнить между собой, потому что Тейлор, как и Марвел, последние десятилетия фигачила супер популярные, супер, качественные почти всегда проекты, выдавала что-то интересное, что-то новое. И после
такого важного карьерного момента, чем у нее стал "Фольклор" и "Evermore" в пандемию, а допустим, у Марвел это стало последними двумя частями "Мстителей", наступила вот эта вот странная ситуация, когда пытаешься понять, а что делать дальше. И точно так же, что Marvel, что Тейлор Свифт остались при больших бюджетах, при возможностях сделать что-то красивое, нагнать вот этой пыли в глаза и вроде как с виду все подавать так, знаете, грандиозно и эпично, но при этом в самой сути начать проигрывать. И я думаю, те, кто знают и шарят за Марвел и за их вот новую часть, не помню, как она называется, вы поймете, о чем я говорю, потому что новые фильмы откровенно стали хромать. Ну, если уже прям какие-то абсолютно финальные выводы, я не могу сказать, что это какой-то ужасный альбом. Нет, не слушайте. Нет, вы найдете тут очень приятные песни. Вы прекрасно слышали, какие я похвалил, какие я поругал. И действительно, ну, некоторые песни меня прям очень сильно разочаровали. Но это альбом, который не оставит в тебе какого-то яркого следа. И, к сожалению, когда ты такая крупная поп-артистка, как Тейлор Свифт, понятно, что у нее конкуренция не такая большая, но она все-таки присутствует. И кажется, что такой альбом довольно легко перебить чем-то другим от кого-то другого. И, наверное, для Тейлор Свифт это что-то новенькое, потому что таких проблем я у нее раньше не наблюдал. И взяв во внимание все то, что я сказал, моя оценка альбома Taylor Swift Midnights 6.8 из 10. Ну и по моему мнению, пока что все вот так. Я теперь очень жду ваше, кто послушал альбом, кто только собирается. Пишите комментарии, как вам что понравилось, что не понравилось, как вам в целом звучание альбома. Есть ли у вас такие же претензии, как у меня, или, возможно, вам все понравилось? С удовольствием почитаю все ваши мнения, конечно же, чтобы они были адекватными, разумными. Поддержите ролик, можете пальцами вверх, можете пальцами вниз, как пожелаете. Ну, а у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.